Лавден! Здравствуйте! И снова канал Викинг Лайф, я Сергей Гуд. Это второе видео о том, как мы планируем приехать из Евросоюза, из Латвии, на Кубань, на постоянное место жительства. Сегодня 14 ноября 2019 год. И я вам хочу немножко рассказать о том месте, где я с семьей живу в последние дни, как это место называется, где оно находится. Итак, Латвия, Евросоюз, город Рига, микрорайон Болдырай. Микрорайон Болдырай находится на севере Риги, у самого устья реки Даугава, или Западная Двина ее по-другому называют. В свое время с населением около 30 тысяч человек. Сейчас, по переписи 2010 года, в Болдырае проживает где-то 15 тысяч населения. В 1988 году в Риге, в Латвии проживало 2 миллиона 600 тысяч людей. По последней переписи в Латвии официально проживает 1 900 000 тысяч. И в Риге чуть больше 600 тысяч человек. Это официальные данные. На самом деле в Латвии и в Риге живет гораздо меньше людей. Потому что многие граждане Латвии, которые имеют евросоюзовский паспорт, постоянно проживают за пределами Риги, за пределами Латвии. И работают в Ирландии, в Англии, в Норвегии, в Германии, в других странах Евросоюза. Но они числятся, что проживают здесь, в Латвии, в Риге. Поэтому, если не, верить официальным данным, в Латвии живет 1,5 миллиона, 1 600 000 тысяч. Остальные люди, которые числятся, это не латыши, не латвийцы, они живут за границей. Итак, Болдырай. За моей спиной это начало микрорайона. В основном это пятиэтажные дома, построенные в 70-е, 80-е годы, для жителей, которые работают же здесь, в микрорайоне. Здесь в микрорайоне, это пролетарский район, находилось в советское время очень много предприятий. Болдырайский комбинат по комплексной переработке древесины, который выпускал в Советском Союзе самую качественную древесно-стружечную плиту. Тарное предприятие, фанерное предприятие Лигнус, силикатный кирпичный завод, швейное предприятие Ригес Текстилс, который выпускал опряжь, механический завод, домостроительный завод и многие другие мелкие предприятия. Также здесь судоремонтный завод 177 находился и военно-морская база рижская, где располагались в свое время военные корабли, подводные лодки, тральщики. И находился учебный центр по подготовке иностранных военных морских специалистов. Итак, Болдырай. Сейчас это район с самым дешевым жильем. Дешевле, чем в Болдырае, в Риге, вы не найдете. Если вы хотите купить двухкомнатную квартиру в блочном доме, вы ее можете купить за 29-30 тысяч евро. Если это трехкомнатная квартира с более-менее в хорошем состоянии, 38 тысяч евро это можно купить. Можно купить еще дешевле жилье, но оно будет более хуже качественно. Почему не хотят люди ехать жить в Болдырай? Это, еще раз повторюсь, пролетарский район, в котором находится предприятие. И здесь не самая лучшая экология. После того, как на Русском острове построили перевалочную базу для угля, у нас снег имеет черный цвет. Ну, мы поговорим еще раз о Болдырае. Болдырай. В свое время здесь при шведских королях, при царской России находился небольшой поселок рыбацкий. И плюс здесь были лоцманские корабли, которые помогали в Ригу, в Даугаву провести торговые суда. Это было давно. Сейчас, если я вам покажу, то за моей спиной находится фанерное предприятие Лигнус.
Дальше это силикатный район наш, тоже очень маленький, где тоже, скажем так, остатки пролетария проживают и надеются как-то нашей Латвии выжить. Самая последняя стройка, которая была, это вот магазин Максима. Его построили в октябре этого года. Это самая-самая новая стройка, которая есть в Болдырае. Здесь ничего не строится. Жилье здесь не строится. Мы, проживая здесь, а я здесь живу с 1973 года, понял одно, что каждый год жилищно-коммунальные хозяйства дорожают. Народ уезжает, бизнес сокращается. Так как я работаю в торговле, я очень хорошо это вижу по полкам магазина и по покупательскому спросу. После санкций, введения санкций в отношении России, ситуация экономическая в Латвии ухудшилась. Как бы там ни говорили политики, что мы найдем замену, ничего подобного. Грузооборот в порту сокращается каждый год на 10-15%. Россия строит новые порта и свои грузы уводит просто-напросто в Санкт-Петербург и в другие новые порта, которые не строятся. Никто не хочет спонсировать бизнес страны, которая недружески относится к России. Это Болдырай. Ждите новое видео, будет интересно. Викинг Лайф. С вами был Сергей Гуд.